так скажем, местная чеченская мафия. Было там. You seen bad things about me, Russian? Cody, go. Tell me, Cody, AG. Опа, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это оно было. Вот же вы, друзья. Всем доброго утра. Как дела? Вижу, что неплохо. У кого-то, если что-то, какие-то переживания, не переживайте. Главное, не переживайте. Мы начинаем наш день очень весело. Вот, пожалуйста, Свип и Ансар заехали за мной. Самалы. Нормально, да. Ансар, ты как, братский? За руль, пожалуйста. Свип, hey, how are you? It's good? Okay, I'm big, maybe this, okay? Thank you. Как это хорошо быть немножко больше, чем другие. Привилегия сразу, знаете? Как дела? Как ты? Чуть зарядимся и... Отлично. Че, сколько времени ты уже здесь находишься? Здесь я уже где-то 2 месяца. 2 месяца ты помогаешь вот в команде Хамзата? Да. За эти 2 месяца, скажи мне, вот что-то изменилось в твоем скилле? Я научился именно использовать энергию. Ага. Раньше я много лишней энергии тратил. Я повалил человека, сжимал слишком сильно. Да. Вот тебе 20 лет, Ансар. Я так думаю, ты еще будешь расти в весе. Твоя весовая меняется с каждым разом. То есть ты начинал драться в каком весе? Я в 61 начинал, сейчас уже на 70 перешел. Но я думаю, моя карьера на 84 закончится. Ты реально так думаешь, да? Да. Драться больше всего ты, наверное, будешь 77. Да, скорее всего, да. Ты сейчас берешь 70. Да, через бой 3 уже, я думаю, мне надо будет подняться. Угу. Так, а теперь расскажи вот вообще, в принципе, про жизнь в Америке. Вот ты как вообще появился? Вот ты и Юсуф, для многих загадка, как вы как неожиданно просто появились, и вот мы бойцы, которые даем конкуренцию. Правду надо сказать? Ну, если она легальная, вот. Давай вот так. Она легальная, брат. Ну вот обобщенно расскажи тогда, как это. Ну, мне как 18 исполнилось, я на следующий день в Дубай вылетел. Ага. Там я также в Дубае видел Хамзата, он на бой с Усманом готовился. Да. Че, нравится тебе здесь гулять вообще? Да, брат, посмотри на вид. Вот ты сейчас в основном где живешь? Я в Майами живу. По какому блюду скучаешь из России? Фингалш. Фингалш? Да. Это наше национальное блюдо, стыковое. такое тонкое, там внутри тыква, да? Да. Сладкая тыква. Свою юношескую жизнь провел в Москве, Да, получается. я с 10 до 17 лет в Москве жил. Потом последний год в Чечне провел, так как мне нужно было больше фокуса на спорт делать. И чё, вот как тебе в Москве жизнь? Ну, в Москве довольно тяжело именно сфокусироваться на спорт. Почему? Ну, много всего отвлекающего. Особо спортзалов нету, конкуренции нету. Но в Чечне... В Москве нету? Ну, блин, нету. я тебе слушай. И в тех залах, может, был Ансар? Ну, Или я ты во Волге слишком... был. Мне конкуренции не было. Возраст какой у тебя был, когда ты вот стабильно занимался и не было конкуренции этого? Где-то до 16 лет в любителя я особо не отличался. Ага. Но вот произошел такой момент, что я отцу сказал, что хочу оставить учебу и сфокусироваться на спорт. Ага. Ну, там уже с отцом шутить вообще не вариант, поэтому приходилось утром до вечера в зале бывать. А учеба? Ну, учебу я оставил, я в колледж поступил, и на первом курсе я вот с отцом как-то смог договориться. Это тебе не мешает вот сейчас в жизни то, что ты вот учебу оставил? Не ощущаешь, что нормально? Вообще, Улица тебя учит больше. да, улица меня многому научила. Слушай, ну это нехорошо все равно. Ты же должен понимать, да? Да. Ты же понимаешь, что ну, не надо вообще оставлять учебу. Да, 100%, но что делать, брат? Деньги надо как-то заработать. Ансар, давай вот поговорим про пребывание в Америке. Где ты поначалу дрался? Как ты вообще оказался вот в зале Kill Cliff? Я Kill Cliff еще знал, когда в России был. Да. Но я думал насчет American Top Team Да. или Kill Cliff. Но мне сказали, что Kill Cliff будет для меня лучше, так как я с рекордом 0-0. Да.
И там больше акцента будет на меня. Первый бой провести было самым тяжелым. Мне месяца 3 вообще не могли найти ни боя, ни организации. Есть парень с нами, Брэндон Аллен. Да. У него своя организация была. В Америке, да? Да, и, короче, он мне так бой нашел, дал, помог совсем. Как возможно с рекордом 0-0 оказаться в зале Kill Cliff? Опять же, это просто ты зашел в зал, показал свои навыки. Я зашел в зал, первый день меня не пустили. На второй день я как-то договорился с Генри Хуфтом, что он меня посмотрит, так-сяк, и я провел свою первую тренировку там. И после первой же тренировки он подошел, говорит, я 30 лет, говорит, работаю, и говорит, я сразу могу посмотреть на человека и сказать ему будущее. Он сказал, если ты не будешь останавливаться, поверь, ты станешь, короче, и все чемпионом. То есть ты своим, просто сам с настырностью вот так зашел, добился того, чтобы тебя вот посмотрели и остался в этом зале. Очень круто. Последующее, я так понимаю, проведенное тобой там время, ты подружился с Бёрнсом, с Брэндоном Алленом, с другими бойцами, которые также продвигали тебя. Ты сейчас также в хороших отношениях с ними? Да, я с ними в хороших отношениях. Хорошие ребята, хоть они и там чуть ли не чемпионы галактики, такие простые пацаны по жизни. Они относятся, допустим, к старшим братьям, которые помогли тебе в каком-то пути в Америке? Можно и так сказать. В принципе, как тебе жизнь здесь? Обустроился ты? Алхамдулилlah, уже намного лучше, уже не о чем переживать, уже наполовину пути к UFC я могу сказать. Уже один шаг от UFC. Друзья, 2020 год, карантин, и Мага Исма выкладывает пост, как к нему подходит молодой парень Ансар и предлагает побоксировать. Ансар. Теперь посмотрите на меня. Блин, а как получилось? Расскажи это. Короче, я из окна смотрю, Мага мне тогда очень сильно нравился. Да. Смотрю Мага, короче, и я спускаюсь в перчатки, беру, короче, срочно подхожу, говорю, давай побоксируем, короче. Он так удивился, говорит, поехали. И в итоге мы, короче, боксировали минут 30. Он там сам тоже написал это. Представляешь, это было... Сколько тебе лет тогда было, получается? 14? 2020 год, да? Да, мне 14-13. 14 лет тебе было. И кто мог подумать? Я думаю, Мага сейчас даже не знает, что это... Да, он не в курсе. Блин, как круто. Представляешь? Мага, следишь за Магой? Да, конечно, Мага. Но он сейчас в реалити-шоу участвует, он звезда, брат, в России. Да, он интересный человек. Машалла, Мага красавчик. Ребята, готовятся к салам. Нормально, такая краткая, все четко. Как ты в Ташкенте? Я смотрел, ты в Ташкенте был, да? Блин, в Ташкенте, честно говоря, брат, было замечательно. Просто мы там с Тамби, все, что было, сели. И, кстати, я не знаю, ты там был давно или нет, там футбол построили. Знаю, наши братья, да. Блин, я тебе говорю, мы внутри, там еще вся еда представлена разных стран. Нам еще подарили пожизненные карточки этого футбола. Мы там все вымели. Очень вкусно было. В следующий раз вместе поедем. Да по-любому, надо вернуться в Ташкент по-любому, друзья. Я не знаю, кто не был, советую. Ташкент, плов, футбол, и вы будете счастливы. Ансаром wants to throw hands. That's one of the best up-and-coming fighters right now. This is the next Chimaев right here. This guy's gonna be a world champion. Brother, you look like Justin Bieber. You're lucky you know how to throw hands. I'm on another level. What weight class do you fight at? I fight small people. I'm 200 pounds, brother. I'm weight. You know what I mean? He's on another level. So good. I've been watching striking. Hey, he's nasty. Hey, when's your LFA fight? When's your fight? May 15. You ready? You look good. How's your striking? Ансар, брат, сильно не бей только его. Good luck, man. You don't need that. I don't need mouthpiece. I don't need mouthpiece. Porrada. Rest in peace.
Fall to the ground. Good choice. Say good night. Oh, done for. Good round. Oh, he's gonna fly you out. Oh, look. Смотрите, кто здесь? Фанат, всемирный фанат Зубы, Александр. How are you? Good? Good. Any country, Zubel is here. Yeah, I try my best, bro. It's good, good. Very important fight. Everything is good? Alhamdulillah. Nice. Так, пожалуйста, Алекс Чизов. Алекс Чизов. Пожалуйста. Пабло, расскажи, что это за костюм на тебе? Ну что, костюм? Представляем Латвию, нашу маленькую страну, на мировом уровне. Серьезный бой в эту субботу против серьезного оппонента. Но мы готовы, провели крутой кэмп такой компании. Вот, Алекс, собственно говоря, окружение секундантов. 5 лет вместе с ним. Когда бой, где бой, против кого? Six Falls, 2 мая, комейн ивент ПФЛ против Гаджира Баданова. Будет интересно. Не моргайте, будут вспышки. Все может очень быстро закончиться. Так что мы готовы. Очень крутая возможность в Ансаром потренироваться с диджеем, делать шоу. Вот особенности американских залов. Наверное, вот в таком и проявляется, что высококлассные бойцы делятся опытом, без проблем могут тебе помочь, подсказать. Друзья, тренировка утренняя начинается. Мы залетаем в наш ангар под названием Jaxxson House. Тут так и прямо вот везде написано Jaxxson House. Вот же famous. Арманом, наш старший брат тоже. Brother, this original mine. Брат, он говорит, что Not это LV. I cannot give LV. I'm not so rich. 99%. Which one you choose? База. 99%. Когда он говорит своим акцентом this original, мало верится немножко. 90 Adidas for him. This one I gave to Baisangur. He likes this one. Okay, I'll take this. Okay. Этот красивый. Who's this? Who's this? This one is diplomat. I gave to Masri. Wow. Wow, thanks so much, guys. Thanks so much. Thank you. I'm the shit. Really gangster. Thank you, brother. Что, реально нормальный запах? Вскрытие происходит. Такое честно. Ладно, я не чувствую, что это оригинал, честно. Нормально? Давай разыграем. Можем разыграть это? А? Разыграть можем его? Давай разыграем. Победитель, вот, пожалуйста, Арабия. Арман, ну что в Вегасе было? Расскажи, интересно. 2 дня тебя не было вообще, не находил места себе. в Вегасе был движение делал. Набрал пару килограмм, начал скинул. Да, ой, блин, как же ты набрал, бедный. Вот, ел там вообще, брат. А ты сколько в минус ушел? Вот ты мне говорил, минус там. Минус 20 тысяч. 20 тысяч? Да. Брат, ну это что для тебя тоже? Что это, я тебя умоляю. Просто один сторис Армана Царукяна. Ну давай, Байсангур, в жизни ты настолько же хорош, интересно. Усман, 1 на 1. Опа! Ой-ой-ой! Опа, нормально. Опа! Нормально. Слушай, вы бразильцы собрались. Джого Бонито. Братья, музыка для мотивации. Опа! Ой! Профессор. Александр, как дела? Как себя чувствуешь? Все хорошо. Все нормально? Все четко. По питанию есть вопросы? Никаких вопросов. Все нет. отлично. Если кто обращается к тебе. Ко мне, на почту пишите. Все понял. Maybe I'm shy. Hey, Tau. Don't break your leg.
Okay. I don't invest for this one. Okay. It's good, no? You start yet? Yeah. Okay, this low. This medium. Drink. Medium, come. Oh my god. Ooh, Adam, turn. More power. This shit. Да. I will make your video. No! Look at this I will make your video, Adam. Я смог. Уже заключительная подготовка к бою. На днях мы уже вылетаем в Нью-Джерси. Готовиться к бою. Арман, слушай, на днях уже в Нью-Джерси, нет? Как на днях? Через неделю. 3-го получается. Я готов. Ты готов? Я вообще готов. Я вот за вас, знаешь, чуть переживаю, чтобы вам чуть в моменте крышу нести словно. Да нет, все нормально, брат, все четко. Все. Брат, ты так всегда говоришь, и мы увидим, что ты делаешь потом. Спокойно поедем, бой заберем и приедем. Брат, что ты говорил сейчас? Че, Якубовича? Что ты, знаешь, как хорошо слышно? Якубовича это... Дамы и господа, на барабане сектор приз. Про нового соперника расскажи мне, пожалуйста. Я даже его не знаю особо. Вот я тоже не знаю, кто это такой, Арман. Брат, чек главное, чек. Какая разница, кто, что. Слушай, вот такие схватки для тебя это не риск? Вот что ты не знаешь, и вдруг какой-то просто проморгаешь что-то. Брат, риск выйти даже на улицу есть. Машину сесть, риск везде. Так что нельзя бояться. Но ты чекал его хотя бы? Кто это, что это? Ну, я смотрел, что этот, кого я выиграл 2 раза, он его выигрался. Значит, не прям уж очень сильный. Хамзата схватку и твою схватку на одном турнире когда мы можем увидеть? Давай я скажу, а ты запикаешь. Давай. Хамзат против... Не, можно говорить это? Но это же не официально. Давай. Хамзат против... Напишите в комментариях, друзья, кто это может быть. Против... Да нет. Да нет, ты реально? Он же умер вроде, нет? Брат, ну да. Надо его вытащить. Офигеть, блин, если бы знали просто. Что, сегодня какие-то планы есть у тебя еще? Сегодня 2 тренировки у нас серьезных. Сейчас бокс, Хамзат закончит, потом я. И потом у нас сегодня гараж. Гараж? Да, сегодня крайняя тренировка Хамзата в гараже. Заключительная это, да? Отлично. Друзья, здравствуйте. Я Адам Зубайраев, нахожусь в Лос-Анджелесе. Плюс 27 за залом, а в зале очень жарко, еще жарче. Мы находимся в Jaxxson House. Давайте пройдем по залу. Очень хорошие условия. Сильные спортсмены готовятся. Невероятное количество профессионалов вокруг нас. И вот первый, кстати, и менеджер. И Алан. Hello. How are you? Good. And very good. Окей. Не будем отвлекать Алана. И пойдем дальше, друзья. За мной, как вы видите, тренируется зверь, я бы сказал. Я бы даже сказал, это не человек, но это человек. Непобедимый человек. Перейдем дальше. Посмотрим, кто же в зале из гостей. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Русский нет, брат. Чуть-чуть малым русский. Узнаю акцент. Откуда вы? Не знаю русский. What are you from born? I'm from India, Mumbai. India, Mumbai. I live in Dubai. I came to support my brothers. Отлично. Мы знаем, что очень много твоих земляков сейчас в России. Очень хорошие взаимоотношения между нами. Yeah. I know small. Спасибо. Давайте перейдем дальше. Участок зала. Вот, пожалуйста, так скажем, местная чеченская мафия. Тамерлан, как дела у вас? Нормально, как Оставьте микрофон, пожалуйста. Тамерлан, все хорошо у вас? Все хорошо, все четко, сборы закончились. Как вы? Как будто мы сейчас ведем новости РЕН-ТВ. Но нет, это хасл-шоу, мы продолжаем. Друзья, перейдем чуть-чуть сюда. Давайте дальше. Усман, добрый вечер. Как у вас настроение? Без роста. Сейчас опять поговорить. Альберт, скажите, пожалуйста, что сегодня будет происходить в зале? С сегодняшнего дня тренировки будут где-то процентов на 30-40, это потолок, полчаса тренировки будет. Осман бросил все свои дела, прилетел, чтобы поддержать нашего брата. Столица Венгрии. Венгрия?
Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. В принципе, друзья славятся не только спортивными IQ, но и вообще, в принципе, знаниями географии. Вот так это все примерно здесь происходит. Давайте я вам покажу, что дальше происходит, друзья. За мной. Пожалуйста. Ее тут называют... Это студия Jaxxson подкаст. Тут производится контент американского характера на американском языке с американцами. Без русских. Только американцы. Ну что, друзья, вот и закончилась наша экскурсия, ознакомление по этому прекрасному залу Jaxxson. Надеюсь, вам понравилось. И не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии. Это очень важно для нашего канала. Спасибо. Друзья, 12 часов дня, я даже забыл, что Лига чемпионов, ПСЖ Бавария. Как я такое мог пропустить? Очень крутой матч, чтобы ты понимал. Лига чемпионов, полуфинал ПСЖ Бавария. О, ПСЖ знаю. Там вот Матвей Сафонов с Краснодара играет, кстати, Да. парень, вратарь. Он стоит на ворот сейчас? Да, стоит. Он первый вратарь сейчас? Ты что, вот, очень крутой вратарь там. В Париже надо как-то в гости. Давай. И этот же тоже играет. А ты знаком с ним? Твича. Да. Твича знаком. А с Матвеем не знаком? Нет, но с одного общих. города? Общих знакомых много. Приехали, в общем, друзья, в Chicken Shop. Я не знаю, я говорил вам про это место, но это лучшая курица в Ирване, в LA, так скажем. После тренировки вот такой диетический перекус, можно сказать, Арман. Мы находимся у Chicken Shop. Chicken shop. Нравится Number тебе? one. Да? Вкусно? So good. Что ты сейчас ешь? Батат, да. Чего, так прямо так вкусно, что ли? Мне казалось, все, что диетическое, это, знаешь. Брат, для тебя точно не вкусно. Но вот этот кусок, он прям привлекает меня, честно говоря. Можешь вот сесть курицу и дать оценку от 1 до 10 баллов для наших телезрителей, если не сложно. От 1 до 10 курицу? Да, вот прям хороший кусок взять, откусить и вот. Ина. Не распробовал. Вот этот кусок, Вот этот, чуть-чуть вот этот жирком, который, знаешь, вот, с кожицей. Ой-ой-ой, вот это оно было. Но честно, по 10-бальной шкале. 8, да? 8. Вам Что-то как? не бесплатно дали нам тут покушать. Да, вот. 10 из 10. 10 из 10, пожалуйста. Все 100 из 10, да. На диете все намного вкуснее бывает. Ну, это да. Ну все, друзья, не могу я так долго снимать, потому что моя курочка уже здесь. Надо жарить. Подписывайся. На меня. И на Байсангура, на Юсуфа, на Армана, на канал Hustle Show. И, конечно же, не забывайте лайки, комментарии. Какой план сегодня вообще? Брат, план всегда один. Пахать. Вот что я хочу объяснить Хамзату. Пока я пашу, он спит. Брат, ну подожди, Это он меньше пашет. 2 недель осталось, ну ты наезжаешь сейчас. Дай тоже, да, что сказать. А то только один он пашет. Ну, мне этот вид всегда нравится. Слушай, а это молодые ребята, вот этот молодой, который, он кто, Арман? Один двукратный чемпион мира. По борьбе. Да. Вот по нему видно, что он прям хорош. Вот именно вот, который темненький. Как ты это понял? По мышцам? Да. Я чувствую, ему лет 17-18. Он просто руку, когда мне сжимал, я уже почувствовал. Да? Один сын это. Да, я так и понял, очень похож. Сын. Похож, да. Самый младший. 11. А, 11 детей где-то. реально ты говоришь? Офигеть. 9 своих и 3 установил. Вау. Не, дед точно крутой. Иначе куда эту энергию направлять? Nobody can beat you here. Nobody. I'm gonna beat you today. But I need to know, when is your competition? May So I don't go 30. too hard.
May 30th. May 30th? Okay, May 30th isn't bad then. But I just came back from Vegas. You were in Vegas? I was in Vegas. I called you on Sunday. I wanted to meet you and you didn't. No, we left. Sammy hurt his ankle, so he went to the hospital. Yeah, I called you Sunday morning. You didn't answer me. I went to have lunch. So. Oh, I didn't know you're in Vegas. Most of the guys were gone. All the seniors were gone on Saturday. You came just Sunday? Yeah. Yeah? You drive there? No, fly. I flew. You flew? You flew? Yeah. Ah, that's good. That's good. Что это готовится, Алиса? Он дает сначала подпитку. А что это? Не знаю, что это. Какой вкус? Мыло как будто. Да, вкус мыла, реально. Похоже, что после этого можно превратиться в аватара. So good, coach. Oh, that's right. Dessert. You like it? Has everything you need in there. Загружает коуч Кали. Тут двое сыновей коуча Кали. Вот один из них и второй. Ой-ой-ой. Просто не передать, какая нагрузка. Так мне жалко Армана. What? Yeah. Старший брат, как дела? Yeah, 1 and 2. 1 and 2, you're stuck. Push. 3 times to 20. So that was 1. 4 sets to 20. Go. Go, John. 20. Get to 20, go. It's a speed or what? Go. It's everything. Whole body. It's not just speed. It's power, speed, everything to make the oxygen go. 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 22. Go. Finish. 21. Go. Fast. Got it. Good work. Whoa. 40, go. Tell me, call me, AG. We got 50. Go. I need to do this. Go. Kick. Come on. Boom. Go away. Go. Punch. Come on. Number 40, go. Да, сумасшедшие нагрузки. Я в шоке. Okay. Давай. Блин, братан, просто, если кто-то скажет, что тебе какие-то стримы мешают, You saying bad things about me in пусть Russian? посмотрят. You saying nasty things, huh? Yeah? No. How I can How do you say? say Coach Cal's handsome in Russian? Coach Cal красивый. Красивый. Очень красивые. Okay, got it. Go. Don't stop. 44. Go. Тренировка адская закончилась. Хочется поскорее домой отдохнуть. Сразу десерт тебе дают? Восстановитель? Да, он десерт дал и вот какой-то протеин. Думает, я восстановлюсь этим. Давай, пока. Друзья, ехали домой, увидели, что рядом с нами Foose Design. Это компания кастомная, автомобильная, которая давно работает, известная. Зашли к ним. Вот картинка. Из нее делают, вот, пожалуйста, вот. Примерно базу уже построили. Очень красиво. Блин, крутое место. Кто разбирается вот в авто, я думаю, сейчас, наверное, кайфует, потому что я не совсем любитель, но я чувствую, что это очень крутое место. Вот, все дизайны автомобилей, которые они делают. Вау. Very nice. Very beautiful. Чуть тоже накидывать надо, чтобы понимали, что нам нравится.
This leaves tomorrow. Oh my god. Yeah, we'll just... Ёшкин-кот, посмотрите, что есть такое, вау. Какой салон потрясающий, друзья, посмотрите, чисто бежевый. Блин, пахнет просто вот старым крутым автомобилем, просто невероятно. Вау. О май гад. Я ничего не понимаю, опять же, как это смешно, но это очень круто. Я уверен, что это очень круто. Вау. Просто невероятный цвет. Просто невероятно. Как же красиво она смотрится. И вот они делают из старых автомобилей вот такие кастомные, адаптированные, более красивые, лучшие версии. Смотрите, куда мы попали. Ой, гад. Ну ладно. Блин, ну вот это, друзья, это я вообще вживую. Какой цвет, вам просто не передать. Как это красиво. Посмотрите, как они сделали этот автомобиль. Просто невероятно, реально. Короче, я надеюсь, вы напишите в комментариях, кто примерно знает этот бренд. Думаю, что это очень крутое место. 2-3 миллиона долларов, дамы и господа. Это уже вот представлено официально в продаже. Вот с таким вот интересным мотором. Просто пушка. А это вот, видимо, макет, я не знаю. Это вот то, что можно сделать в будущем по вашему желанию. Вот они дальше кастомизируют, наверное, как-то это. Смотрите, они победители различных шоу. Foose Design, друзья. Арман Царукян. Звонит Эдин Росс, чтобы предложить Тамби подраться его организации. How are you, brother? You good? Everything's good. Listen, I got the new camera guy. He's fat like your guy. So what about if I bring him? What's up? If I bring him versus your guy, and he doesn't know wrestling too, so. Да не меня, Тамби закинь. Gonna wrestle together. I'm there. Let's do it. I'm there. I'm gonna come with you. Let's go. I'm gonna bring 50K, brother, cash. Me too. Me too. I can't wait to cash out. Let's do it. Let's do it. All right, bro. I'll talk to you soon. See you, brother. Bye bye. Bye. Это Эдин Росс. Стример. Арман, надо вот 7 числа приезжать в Тамби, дождаться. После боя, после турнира, возможно, можно будет, да? Полететь. Где он? Л.А., Майами? Вот, Майами можно будет заехать. Суету навести, да? Вот прям, я думаю, Тамби, он дзюдоист, у него база дзюдо очень хорошая. Я поставлю на Тамби 100 тысяч. Надо развести его, чтобы... А Тамби с виду же он такой, типа, и все, вообще изи. А у него там 2 толстячка. Может, 2 на 2 сделаем? 200 штук, да? 2 на 2 по 100 тысяч на каждого. Давай сделаем. Давай, газ, брат.